Оказывается, не нужно знать ноты, чтобы преуспеть в музыкальном бизнесе. Например, умение играть на музыкальном инструменте требует многолетней практики, а чтобы писать песни, полезно уметь читать ноты. Но оказывается, что не каждый великий музыкант владеет последним. Несмотря на то, что Майкл Джексон был на сцене с детства, он не научился читать ноты. Всякий раз, когда у него в голове возникала мелодия, он пел ее вслух и записывал на магнитофон. Затем делился ею с другими музыкантами, которые записали его идеи, а также сочинили музыку для инструментов. Один из самых известных Битлз, Пол Маккартни, написал одни из самых знаковых песен в истории музыки. Но за свою карьеру он просто не счел нужным учиться читать и писать музыку. Однажды он рассказал о том, как собрался вместе с другими Битлз, которые тоже не умели читать ноты, чтобы просто придумать мелодию. Они знали, какие аккорды играть, но не чувствовали необходимости осваивать нотную грамоту. Сообщается, что Лайонел Ричи научился играть на пианино, наблюдая за игрой своей бабушки. Он знает, как звучат ноты, но не может ни писать, ни читать ноты. «Я не умею читать ноты. Если бы я не начал петь, я бы стал ландшафтным дизайнером или дизайнером интерьеров», — сказал Лайонел. Даже король рок-н-ролла Элвис Пресли не мог прочитать ноты. Он также никогда не имел музыкального образования и поэтому никогда не писал ноты на бумаге. Вместо этого он все выучил на слух. Его коллеги говорили, что он мог интуитивно играть на инструменте и, прослушав песню, мог сыграть ее на своей гитаре. Принц – один из самых любимых и откровенных музыкантов своего времени. Хотя он мог играть на 27 инструментах, как сообщается, он не мог прочитать ноты. Он сам научился играть на гитаре и фортепиано, и несмотря на то, что он придумал бесчисленное количество песен, он мог различать только аккорды, гаммы и интервалы на слух. Тейлор Свифт является одной из самых известных исполнителей поп-кантри на данный момент и выпустила свой первый хит в 17 лет. Она сказала, что не умеет читать музыку. «Ноты для меня как математика. Мне нравится, когда музыка просто возникает из эмоций.